Добрый день, уважаемые зрители! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Анна, и сегодняшнее видео будет очень даже кстати для любителей вот этой малютки. Может быть, вы обратили внимание, что в последнее время Лос Скарабео начало активно выпускать оракулы, в том числе и к своим популярным колодам Таро. Сначала оракул Монары, ну а сейчас оракул магии наслаждений. Премьера оракула состоялась 14 июля. Колода состоит из 36 карт. Художником является Мауро де Лука, автором концепции и МБК Лаура Туан. Они же создавали Таро магии наслаждений. Колода поставляется вот в такой стандартной для данного издательства коробке и выглядит следующим образом. Покрытие коробки напоминает чем-то, знаете, художественное льняное полотно, что очень нетипично для скоробеев. Крышка не прилегает достаточно плотно. Также есть атласная тесемочка для более удобного изъятия карт и МБК. Итак, в комплекте идет черно-белая МБК, бумага здесь мелованная. А вот обложка имеет, знаете, очень странное, по моим ощущениям, покрытие. Знаете, хочется взять тряпку и вытереть эту книжицу. Такое ощущение, что она была заляпана жиром, а потом пылилась на каком-то складе несколько месяцев. Честно говоря, я даже не знаю, как описать свои ощущения, ну да ладно. Ведь это не самое главное. МБК написано в 4 языковых версиях, как всегда, английский, итальянский, испанский и португальский. И в конце у нас имеется астрологический словарь, точнее, там прописаны астрологические символы и к какой планете или знаку зодиаку они относятся. Итак, сначала мы видим предисловие от автора, в котором она рассказывает о самой колоде. Дальше раздел «Колода», и вот здесь можем немножко углубиться. Колода разделена на 2 части, 24 карты посвящены романтике, остальные 12 – эмоциям. Первые 24 карты представляют 2 полярности. Нечетные имеют мужскую и активную полярность и посвящены партнерам с мужской энергией и определяются как солнечные карты. Четные карты отражают женскую полярность и определяются как лунные. Полярности взяты по 2 и связаны с определенным знаком зодиака. То есть, например, первая карта соответствует Солнцу и Овну, а вторая Луне и Овну. Эти карты предполагают характер и отношения, связанные с типичными качествами характера знака зодиака. Вторая серия состоит из 12 карт и связана с 10 планетами, включая Солнце и Луну. Также у нас имеются карты как лунный узел, символизирующий карму, и черная луна. Это, как пишет автор, монарх тайного и декадентского трансгрессивного эротизма. Дальше раздел «Советы по магии», как интерпретировать карты, и дальше расклады, палитра чувств и гармония пары, но и интерпретация самих карт. Давайте на примере первой карты рассмотрим информацию, которую предлагает нам МБК. Завоевание. Овен, солнечная карта. Движимый страстью и пылом, новый партнер врывается в вашу жизнь. Рефлексия. Завоевание – это первобытная потребность человека, без которой не было бы желания исследовать новые земли и знания. В воображении тело и разум нашего возлюбленного – это территория завоевания, начинание которому вы посвящаете все свои силы и страсть. Магический ритуал.
Так? Сожгите на пламени свечи имя человека, которого нужно завоевать, и поднесите над ним кристаллы, которые затем будете держать возле кровати или в постели. Магическое средство – перец, роза и жасмин. Таким образом, у нас прописаны все карты, и в конце, как я говорила, у нас есть астрологический словарь, который выглядит вот следующим образом. Ну что ж, изложение арканов краткое, а вот информативно ли, зависит от вашего восприятия и от того, вызывает у вас какие-либо ассоциации. Ну, а мы переходим к картам. Итак, карты стандартного размера, как для большинства оракулов данного издательства, глянцевые. Качество картона, знаете, толщина ближе к средней, но картон плотный. Вот таким образом выглядит рубашка. Что касается качества печати и цветопередачи, мне, знаете, очень сложно судить, поскольку такой стиль прорисовки в автора, и некоторые карты могут показаться темными, некоторые с отличной цветопередачей. Но давайте мы посмотрим и сравним с некоторыми картами колоды Таро, чтобы вы могли сами понять. Давайте вот, смотрите, все-таки прорисовка, она имеет больше четкости в колоде Таро, да, поскольку здесь есть все-таки контур, а здесь более такой, знаете, рисунки более расплывчатые. Вот смотрите, давайте. Карты безрамочные. Внизу мы видим символ, к которым относится карта. Вот видите? Лунная и солнечная карта. Также у нас есть символ знака зодиака и название карты. Давайте переходить к изобразительному ряду и значениям карт. Итак, поехали. Итак, карты у нас идут в следующей последовательности. Сначала солнечные, а потом лунные. Завоевание. Страсть, чувственная связь. Химия. Хорошая химия – это необходимое условие для длительных отношений. Верность. Временная разлука, во время которой меланхолия сочетается со страхом быть брошенным. Чувства. Заявить о своих чувствах. Выбор. Приготовьтесь к любви, даже если вы не знаете, как она выглядит, или не знаете ее имени. Любовь сама приведет к вам нужного человека. Сны. Обратите внимание на сны, в них может быть скрытое сообщение, которое не проходит через сознание. Желание. Желание порождает реальность. Желание – это отец действия, первобытное побуждение двигаться, становиться активным. Триумф. У глаз и сердца нет сомнений. Любовь дает красоту больше, чем красота дает любовь. Честность, красота и правда побеждают дисгармонию и ложь. Открытие.
физическая нагота, открывающаяся взору, сочетается с прозрачностью сердца. Магнит притягивает, замок открывается. Тот, кто раздевается, не боясь осуждений, готов посмотреть правде в глаза. Раздеться значит заявить о своей готовности к любви. Уверенность в себе. Таро и талисманы притягивают наше внимание, чтобы сделать шаг вперед. Ребят, может, все-таки значения будут казаться вам очень странными, но все значения я переводила с МБК и цитирую, скажем так, инструкцию. Двигаться дальше. Даже пылающему сердцу нужно преодолеть свои сомнения. Вера в себя и силу любви способна преодолеть любые препятствия. Искушение. Клубника и вишня – это красные плоды искушения. Один выбор, два пути. Поскольку существует взаимодополняемость, иногда возникает и дисбаланс. Доверие. Состояние абсолютной простоты и невинности. Весы стремятся к равновесию, достижению гармонии между двумя полярностями, двумя половинками одного яблока, которое является символом идеального союза. В другом случае вы полностью доверяете, позволяя нести себя по жизни. Защита. Воля, проницательность и медитация – сильные стороны таинственного скорпиона, которые гарантируют защиту. Все-таки еще хотела на что обратить внимание, что с начала колоды вот было все отлично на нижней части карты, а здесь все-таки можете увидеть, не знаю, можете ли увидеть некоторые потертости. Осведомленность. Каждый шаг в жизни супружеской пары пронизан осознанностью. Осознание задает свои собственные вопросы. Действительно ли я тебя люблю или нет? Больше или меньше, чем вчера и завтра? Испытания. Отъезд и расстояние – это испытания, с которыми приходится сталкиваться. Вернуться. Только достаточно сильное сердце возвращает тех, кто уходит. То, что ваше, вернется. У тех, кто уходит, легкое сердце, но те, кто остаются, могут быть одиноки и напуганы. Уход. Прощание горьки, как миндаль, и холодный, как лед. Иногда нужно найти силы в себе, чтобы оставить кого-то и сделать так, чтобы он страдал как можно меньше. Ожидание имеет две стороны. Печальную, которая испытывает чувство разлуки или пустоты, и безмятежную и уверенную сторону тех, кто ждет перемен. Ожидание превращается в предвкушение, которое делает все вкуснее. Нарушение или грех. Отказ от чувств, протест от ограничений и правил. Правда или истина – это просветляющая разрушительная форма знания. Хотя правда может дестабилизировать ситуацию, это всегда лучше, чем любая ложь. Прощение означает проникновение в сердце другого человека, но также и прощение самих себя за то, что позволили им причинить нам боль. Исцеление.
Если причиной страдания является дисбаланс, то исцеление равносильно восстановлению утраченной гармонии. Притяжение. Притяжение достигает своего пика. Ностальгия. Один из возлюбленных должен идти своим путем. И в этой необходимой отстраненности кроется источник меланхолической ностальгии. Эмпатия – это энергетический поток, который сближает двух людей даже на расстоянии. Гармония. Красота и гармония – прерогативы счастливой любви. Гнев подобен взрыву, который остается в воздухе и отдаляет людей друг от друга. Блаженство. Для гурманов эротики все начинается с обоняния. Вдыхать аромат друг друга – это непреодолимое желание предаться экстазу любви. Поддаться. Горе изолирует людей в коконе воспоминаний и сожалений. Оставить все это позади – фундаментальный шаг к выходу из этого состояния. Однако этот шаг не может быть сделан слишком быстро. Свобода. Внезапная разлука, жесткая отчужденность. Чем больше скорость и решительность, тем меньше боли. Романтизм. Иррационализм вторгается, заглушая логику, всегда слишком конкретную и материальную. Сердце стремится к необъятности и теряет себя в бесконечности в своем истинном измерении. Ревность. Ревность пожирает даже когда человек ищет утешения. Это может быть болезненная реальность или не менее болезненная фантазия. Темные, неконтролируемые импульсы, которые могут причинить боль вам и другим. Исполнение. Лилит олицетворяет свободную оргазмическую женственность. Мощь или сила, лунный узел – это переплетение двух орбит Земли и Луны. Поэтому он представляет собой связь столь же сильную, как судьба или карма. Ну что ж, подводя итоги, могу сказать, что МБК на мое усмотрение все-таки слабенькое. Поэтому рекомендую самим проработать эту колоду, разве что могут вам понравиться ритуалы и описанный символизм к некоторым картам. Думаю, что в ближайшее время я сделаю сравнение этого оракула и оракула Манары. Покупать ли эту вам колоду? Если для вас важна тема отношений, если вам нравится прорисовка и идея самой колоды, и, наконец, если вы являетесь фанатом Таро магии наслаждений, приобретайте обязательно. Я уверена, что эти колоды в паре будут отлично работать. А вы напишите в комментариях, как вам этот оракул, какие впечатления вызвал. А я благодарю вас за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.